Приветствую, друзья! Непростая тема, но хочется поставить точки над «и» в вопросе приватки и блок-листов и отношению к этому знаемых мной эскадр. Есть эскадры и топовые элитовские видеоблогеры, которые пропагандируют игру в приватке, такие как Егор Дебров, Кисель, Фримакс и Нотыч. С ними ситуация в принципе ясна. Теперь давайте взглянем на эскадры, которые не пропагандируют приватки и блок-листы. К примеру, это знаемые мной Деви, Ганг и Вайп. Вайп — эскадра, позиционирующая себя стоящей свято за Open. Итак, Деви. Казалось бы, эскадра Опена, где есть true PvP ребята, любящие по фану заниматься ганком в Опене, ну и PvP-шить. Или специально заходящие в другие эскадры в приватку, чтобы навести там шороху. Ну, взять хоть, к примеру, игрока Ника Гайвера, известного ганкера. Ну что мы видим? Ссылочка в описании. Первая ссылочка. Глава Деви Харрисон Сол использует приваточку и даже блок-листы. Я спрашивал этих ребят в их дискорд-сервере, что это? Вразумительного ответа не последовало. И были лишь дикие матерные крики одних и невразумительные попытки других отмазаться, мол, Харрисон и был, и не был главой, а потом пересмотрели что-то там. Ну, в итоге, эта эскадра не против приваточки, как они мне сказали, не против посидеть тихо-мирно в своем уютном кругу, чтобы им никто не мешал. Тем более, что у них договоренность с фруганкерами, и их они не тронут. Но что это, господа хорошие, какая разница между ними и, скажем, Радиус Групп? Вы понимаете, к ним зашли в приватку ганкера и ганкнули их, и они использовали блок-лист. Да никакой разницы нет между ними и Радиус Групп, разве что они не используют логов, пока что. Перейдем к другому складу боевых монахов Опена. Люди, которые говорят о том, что они только за Open. Эскадра Wipe во главе с Пристом Алексеем. Сам Алексей очень приятный в общении человек, и мне трудно это говорить, но нужно. Когда они появились, я очень был рад и сопереживал им до определенного момента. А именно Wipe в союзе с Ганком и с приваточными эскадрами. Они так пропагандируют Open, что испугались приваточный сквад Деви и заранее огородили себя от опасности в Опене от эскадры Ганк. Как они проводят пропаганду? Ловят одиночных игроков из приваточных эскадр, например, енотов, и уничтожают их. Когда с ними сталкивается серьезный противник, который играет против всех ради PvP и Опена, а именно уважаемый игрок Соня, Джейн, Мария и ее друзья, они их игнорят. Вы слышите? Игнорят. И это не мои слова. Это то, что мне Прист написал в Дискорде. Они просто эскадры игнорируют Соню в PvP и заряжают хайвей. Такая установка, повторяюсь, всей эскадры Святого Опена. Не единичного человека. Я называю это блок-листом без внесения в блок-лист. Одно дело, когда человек сам по себе не хочет воевать, но когда целая эскадра такую установку получила, как еще это называть? Можно еще много говорить про их стиль игры, но это их дело. Оставим. Теперь о Ганг. О Ганг мало может что сказать. В принципе, играют только в Опене и не используют блок-листы. Вполне, казалось бы, достойные люди. Но, как всегда есть но. Они договорились с вышеприведенными эскадрами о союзных отношениях, не трогают их. Ведут в своем дискорд-сервере токсичные диалоги о том, какие же мерзкие эти все приваточники. Но ни слова о союзничках не говорят, мол, не одобряем, но это их дело. Но это налицо лицемерие. Кроме того, у них в эскадре в дискорде ужасно токсичное общение. Есть человек с ником маньяк, человек без чести, который к тому же и не играет уже почти в элиту, который любит жаловаться и стучать. И раз уж он у них уважаемая личность, тогда уж вся эскадра такая, уж извините. Малая закваска, квасит все тесто. Есть такая поговорочка. Самое мерзкое в этих трех эскадрах это то, что они не умеют проигрывать с достоинством. Они будут выставлять свои бои против слабых противников, типа пропагандировать, как они Open продвигают, уничтожая слабых игроков. Но когда терпят поражение, у них, как у маленьких котят, закрываются глазки. Посмотрите по ссылке в описании, как они убегают даже не от сильных противников полицейских. Вторая ссылочка в описании к видео. В их среде также крутятся разные токсичные личности, которые любят устраивать так называемую ролевую игру. Но когда их бьют, они молча, поджав хвост, уходят в тень. Взять, к примеру, игрока Павела Мощный Дерзкий. Но вы понимаете, какой человек мог себе такой ник придумать. Он выставляет с его точки зрения смешные видео, где он проводит ролевую игру. Ну, допустим, что это еще как-то весело. Но потом мерзкие бои выставляет, где загнанный противник просто сбегает в приватки. И Павел токсично стреляет себя на показ, мол, смотрите, какой я и какие они слабые. Я бы отнес это к крайней форме шовинизма. И с таким человеком не советую не только общаться, но даже дышать одним воздухом. Но когда этого мощного дерзкого унизил в бою командир-особист, ссылочка 3 в описании, он молча сбежал в хай. И все, понимаете, тишина.
Итак, резюмируя, что же общего между Radius Group и этими эскадрами? Ответим так. Страх. Страх поражения, который заставляет их группироваться и искать безопасных противников. Radius Group и же с ними совсем плохо умеют PvP-шить, поэтому спрятались в приваточке, а эти эскадры в Open стараются не сталкиваться с сильными противниками. Естественно, за исключением приваточной эскадры Дэви, которая в принципе в ближайшем будущем стараниями Харрисона Солда станут образом и подобием Radius Group. И все вместе взятые эти эскадры хотят, чтобы так и было приватка и Open. Это и есть смысл существования этих эскадр. Это сектантство воочию. По-другому не скажешь. Мое предостережение начинающим игрокам. Не вступайте в эти сектантские эскадры. Ни в одну из них. Есть очень много достойных сольных игроков и даже эскадр, в которых нет таких правил. Ищите, да обрящите. Обращайтесь ко мне в Дисе, если вы новичок. Я оставлю ник. И вам нужна будет помощь с информацией по игре, я помогу, чем смогу. Если хотите много PvP, есть эскадры, которые занимаются только этим. Вступайте в них, но не давайте им определять, что вы можете и не можете делать в игре. Следуйте совести и чести. Не логофайтесь, не используйте приватки и блок-листы. И будьте независимы. Да будет так. Спасибо за внимание, друзья. Удачи всем.